Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькая кафешка, но в которой есть интересные хот-поты прежде всего и парочка блюд отдельно. Мы уже сделали заказы отдельных блюд, для начала их попробуем, а потом начнется очередь хот-потов. Там мозговые косточки, например. Менюшка здесь небольшая, ровно так же, как и цены. То есть в среднем одно блюдо меньше 100 тысяч. Ну, я бы так сказал 80, потому что в основном 80. Есть, конечно, позиции и подороже. Например, вот какое-то такое мясо по типу рибайчика или уж не знаю на что похоже, но очевидно не супер мраморное, 140 тысяч. Мы сейчас заказали то, что выбрала Туин. Мы дома взяли эту фотку менюшки из Гугла, сделали определенный выбор, и сейчас это приезжает. Одной, к сожалению, позиции у них не оказалось. Это была говядина, долго вымоченная в рыбном соусе. К сожалению, зато у них есть долго завяленный на солнце скат, который еще и они сейчас погрилили. Это чисто закусочка такая для начала. А потом уже хот-поты, да, сейчас еще всякого принесут нам. Короче, достаточно дешево так-то в целом. Нормально. Что ж, вот первая закусочка и подъехала. Тот самый сушеный скат на солнышке. И потом человек, значит, его еще и погрилил. Ребят, сказать, что это носки старушки, которые она не снимала неделю, ничего не сказать. Ладно, даже соуса пока не буду, вот просто эксперимент ради вас, ребят. На вкус не так ужасно, как на запах. Вон тут Ромка подсказывает, еще соевый с остротой есть. Нет. Когда слюна размочила вот эту вот тряпочку, а это тряпочка. Ну, потому что вы знаете, как скат выглядит. Я вот его готовил, когда это очень вкусная рыба на гриле. Она нежная, она жирная. И, соответственно, мясо там прям волокна. И вот здесь вот эти волокна превратили вот в эти носки. Другой ассоциации, простите, ребят, нет. С остротой, может. Непередаваемое ощущение за 80 тысяч донгов. То-то вон тут мухи кружат. Ты посмотри, сколько. Капец. Не знаю, ребят. На мой взгляд, наша любая вяленая рыба 100 очков вперед даст вот этой штуке. То ли это специально так приготовлено, то ли еще что-то. Потому что вот эти вот ферментированные овощи, которые они здесь тоже подают, запах у них, честно говоря, тоже так себе. А тут еще недавно история была. Значит, кто-то берет мою квашеную капусту, ну там перегружали, значит, холодильник и, соответственно, ой, это уже пропало, не надо. То есть квашеная капуста пропала. А вот это вот, которая для меня просто полностью пропавшая абсолютно овощи, вот Ромка тоже не даст соврать, это для них нормальный запах, короче говоря. Ром, ты будешь рисковать? Ну давай. Молодец, уважаю. У них странное представление о вкусе вяленой рыбы, конечно. Вот если взять нашу, любую, которая почти вся 10 из 10, то здесь будет минус 10. Ну, серьезно. Вот как вот это, не знаю. Ровно так же у них происходит с кальмаром. Но с кальмаром как-то, ну не знаю, дела обстоят получше. Он тоже на солнце завяленный. Или тот же желтый полосатик, например. Просто на солнце засушенный. Да, окей. И он, ну он не такой вонючий. Вот это крайне вонючая штука. А мне кажется, я знаю почему. Потому что и полосатик, и кальмар, они очень быстро на солнце высыхают. А вот этот скат, он же очень толстый. Жирный и толстый. И ему приходится очень долго ферментироваться. Не исключено, что из-за этого.
Ребят, хочу напомнить, если вам нравятся вот такие вот наши страдания и эксперименты по поводу того, что здесь происходит, есть возможность поддержать канал. Разовый донат, также подписка на Бусти, либо Patreon. И Ромка мне сейчас говорит: Костян, нужно менять звук, этот уже никуда не годится, а это и правда, потому что каждый раз, очень часто мы поправляем звук, все у нас накрылось. Ромка нашел какой-то хороший звук, тем более сейчас он идет по большой скидке. Соответственно, сейчас ваша поддержка пойдет на то, чтобы мы обновили себе звук. Многие люди, кстати, по этому поводу жаловались. Соответственно, давайте это дело поправим. И приступаем к следующему блюду. Что ж, давайте вот эти самые ферментированные овощички и попробуем. На вкус они, конечно, намного лучше, чем на аромат, но они сладкие. Вот представьте себе, квашеная капуста сладкая, вкусно. Здесь, да в целом тоже я не против, но у нас ты квашеную капусту разнообразиваешь сладостью, а здесь вот они всегда такие. Пахнут процентов на 30 из 100. На вкус процентов на 70 из 100, соответственно, вполне себе можно пробовать. Вон, Ромка, у тебя вторая есть? Тоже давай полноценно пробуй. Тут могу однозначно сказать, ребята, вот эта штука зайдет далеко не всем. Здесь дайкон с морковкой, естественно, и где-то очень вдалеке напоминает морковку по-корейски. Но очень вдалеке. Но тот самый такой, знаете ли, приятненький аромат, вот не аромат, а вкус, соответственно, имеется. Ну и ладно, в долгий ящик не откладывая, местная свиная колбаска, которую, как в меню написано, они готовят сами. А вот это респект. А вот это вкусно. А вот это молодцы, вот это хорошо, вот это здорово. Здесь всяческие комплименты. Ром, тоже пробуй и быстренько по овощичкам, значит, и колбаскам скажем. Колбаски накручены, очевидно, с перцем, с черным, с какими-то травами и так далее. Мы много где такого плана колбаски пробовали. Здесь много где колбаски эти сами люди крутят. У каждого свой рецепт, оно и хорошо, оно и приятно. Выбрал себе в каком-то местечке, где нравится, заехал, купил. Здесь, мне кажется, у них очень хорошо и здорово. Где-то колбаска вот эта с кровью делается, с черным перцем и так далее. Здесь, соответственно, вот так. Прям очень приятно. Ребят, вот от этого я кайфанул сейчас. Просто отлично. Слушай, а я удивился вот маринованным овощам, потому что обычно я их терпеть не могу, у них очень сильный вкус ферментации, который напоминает что-то испорченное. Здесь же этого нет вообще, плюс они остренькие. Единственное, только сильно сладкие. Вот если бы не были такие сильно сладкие, я бы сказал, это супер круто. Но а так это просто круто. Я тебе могу сказать следующее, что у меня теща готовит и лучок, знаете, вот эти вот зелененькие головочки, белые головочки от зеленого свежего лука. И, соответственно, она это в банку ставится, ровно так же, как у нас капуста, например, готовится. И я тебе могу сказать, что это просто свежеприготовленные. Потому что если они постоят дольше, допустим, там месяца два, например, то они становятся намного мягче. У них появляется уже вот этот вот самый, что ни на есть, приятный, в кавычках, вкус и так далее. Ром, по колбаске. На колбаске, как и везде здесь, которые они сами делают, супер. Мне прям понравилось. Вот это вот смело можно брать. Это отлично. У них много где делается так. Собственного приготовления свиные колбаски. Там с ливером, из крови, из чего-нибудь еще. Вот здесь свиные, значит, с травами, перцем. А по-моему, мы ни разу, кстати, плохих не встречали. А вот я сейчас тоже удивился и вспомнил то, что ни разу мы не встречали самодельных колбасок, которые были бы, например, сладкие. В отличие от магазинных. В отличие, кстати, Рома прав, от магазинных, я тоже хотел сказать, потому что в том же Лотте-Марте продаются, ребята, вот эти сумасшедшие анисовые или еще какие-то сладкие. В супермаркетах брать колбаски такого вида нет. Вот прям нет, я вам точно говорю. А вот это любые хорошие, да, круто.
Почему такое недопонимание супермаркета и того, что люди делают? Вообще непонятно. Где большие промышленные производства, вот такие, да чтоб еще, знаешь, покруче. Ладно, окей. Тем временем у нас подъехало следующее блюдо. А это у нас, господа, грильные осьминожки. Мы как-то встречали бэйби-осьминожки грильные, которые были, знаете ли, самые вкусные. Но здесь обзор появится, но, по-моему, к сожалению, это место уже закрылось. Вот там были просто охрененно вкусные малявочки такие осьминожки. Здесь, ну, в целом тоже не огромные, но самое главное — это гриль. И я вижу, что это с остротой. Неплохо. Огромной остроты я не чувствую, то есть до сих пор вот после этого ската в остром соусе меня ничего сверху не перебило. Что можно сказать? Здесь травы, остроты-то, кстати, по-моему, и нет. Ну да. Я бы, знаете, назвал это нежно слегка подгриленный осьминожка. В нем сыромятки больше вкуса, чем гриля. Вообще, в целом, вы знаете, неплохо. Потому что я обожаю сашими из осьминога или суши из осьминога. На мой взгляд, это одни из лучших сушей. Я всегда, когда приезжаю в какую-нибудь сушильню, осьминожка у меня всегда присутствует. И здесь шаг навстречу этому. Ни в коем случае не передержано. И, ну, нежный, неплохой осьминог. А по поводу приправ, нежненькие травы. Опять же, вполне себе подходящие. Роман, хватай, потому что вот эти вот закусочки, ну, пока что меня радуют. Я не могу сказать, что плох скат. К нему привыкнуть надо, понимаете? То есть, ну, какую-нибудь нашу вяленую рыбу. Вот мне сейчас привезли, люди из России сюда приезжали и захватили немножко вяленой рыбы. Нашей, отечественной. У меня синец, вобла, чехонь. И тесть до сих пор еще не рискнул. Они под вакуумом никуда не пропадут, в холодильнике лежат. Но вот, соответственно, в одном из следующих выпусков, когда я все-таки уговорю тестя их попробовать, я вот скажу мнение насчет того, что местный думает о нашей вяленой рыбе. Роман, что скажешь? Слушай, они очень нежненькие, очень приятно жуются, но мне не хватило остроты, но я вот из соуса достал перчинку вместе с перчинкой, и вообще супер. Ну, короче говоря, да. Осьминог могут. По поводу свежести вопросов нет. Ты не то, что там какой-то душок еще. Нет, господа. Хороший, хрустящий, свежий осьминог. И я вот первый крупный, когда кусок ел, прям такое даже слегка морское что-то. Ну, у осьминога, прям когда он совсем свежий, немножко другой аромат. Но здесь, знаете ли, как, даже если это на льду полежало, то очень даже хорошо. По 80 тысяч все эти блюда, как закусочки, да неплохо, я считаю. Ну а мы тем временем переходим к самому главному. Хот-поты, господа. Заказали мы хот-поты, и я хотел 2 заказать, чтобы и Ромке, значит, и мне, потому что там по 160 тысяч за один хот-пот. Но это такая, знаете, небольшая лохань, чтобы ты один объелся. Есть и крупнее, конечно же. А Ромка говорит, ну давай ты вот хот-пот возьмешь, а я что-то выберу еще. Ну, как я буду Роману говорить, нет, нельзя. Вы же потом сами меня проклянете за это. Так что второе блюдо Роман выбирает сейчас, и оно будет. Вот это стейк за 140? Ну. Покажи, давай людям покажем, что вот это. Да, это то самое мясо, которое в самом начале, значит, я показывал. Да, оно выглядит симпатично. Я думаю, вы бы тоже были недовольны, если бы мы это не заказали. Давайте посмотрим, что это такое. И его закажем. Только про жарку сразу надо говорить, потому что такое мясо все-таки про жарочку хочется, да? Да, конечно. Давай. Добро. Ты зародыш, нет? Не поймешь. Ну, потому что так-то вареное. А эти что-то полувареные, короче, какие-то, не поймешь. Пока не закипело, давайте посмотрим, что здесь внутри. Так, кровищу, которую я попросил, есть. Где мозгокосточки? Ну, мясо, кстати, имеется. Может, вынем сразу вот этот корень вот? Ты вот это имеешь в виду? Вонючий, который? Да. Который ты не любишь? Ну, давай. Что-то мозговых косточек, по крайней мере, на те, которых я рассчитывал, я не вижу.
Микс из мяса есть. А где мозговая косточка? Вот, наверное, вот это они имели в виду. Видишь, вот такую вот штуку. Ну ладно, ждем, когда закипит, и будем кидать всякое. Надо отметить довольно интересный вариант подачи хот-пота, потому что, ну вот в глиняном таком горшочке еще нам ни разу не подавали. Обычно это такая горелка, знаете ли, на газу, металлическая, и сиди себе вари. А здесь прям так, знаете, ну, красиво, аутентично, мощно и интересно. Ну вот, вроде бы что-то там у нас запарило. Да, дождемся уже закипания, наверное, когда у нас будет все уже загружено. Поэтому травы, Morning Glory нарвем. Вот так. Здесь они, кстати, молодцы, подготовили. Они, знаешь, как обрубки многие делают, такие прям... Здесь нормально. Здесь слегка порвал, как говорится, и порядок. И китайской капусточки тоже. Ну, что-то с закипанием, ребят, у вас не очень. Угольки, конечно, хорошие, там жарят, но глиняная посуда с закипанием не очень. Так, давайте проверим, что у нас тут за яйцо. Так, походу, это все-таки зародыш. Да, зародыш. Ладно, памятуя о том, как в прошлый раз народ негодовал об этом, мы сделаем это за кадром. Вот так. Полноценного закипания у нас, не вот получилось. Пардоньте, господа, потому что, ну, серьезно, это опасно. Здесь ручки как бы нет. Короче говоря, вот оно и подзакипело, все в порядке, яйцо получилось. Давайте вот берем яйцо, как раз таки с лапшой, и хочу кровищу с мясом. Где кровища? Вот кровища. Тофу обязательно. Что там еще у нас есть? Там мясо с хрящами. Ждать, ребята, оказывается просто очень долго, чтобы это все дело закипело. Но да, вот прям сейчас зато продолжает кипеть. Держи, Ром, сам накладывай. Попробуем, господа. Для начала, как всегда, бульончик. Жировые капельки, вижу, плавают. Вкусненький, но не очень насыщенный. Травянисто-мясной. Нет, бульон вполне. Тофу. Яйцо. Не пропитался бульоном. Кровища. Напомню, что кровищу мы заказывали отдельно. Ровно так же, как и мозговые косточки. Где они, не знаю. Мясо со шкурой. Вот это приятно. Вот что это за мисочка? Что это за плошка? На сколько людей у вас рассчитана вот эта лохань? На двоих, очевидно. Ну, может быть, даже на троих. Ну, ребят, ну, мисочку вот такую. Ну, пожалуйста, вот размером побольше. Ну, что вот это такое? Я себе положил, я даже поесть нормально не могу. Приходится здесь сидеть ковыряться. Ну, давай мясо. Подожди, это печенка, похоже. Это говяжье сердце. Это здорово, это приятно. То, что мы заказали, микс хот-pot, это классно. Все виды мяса присутствуют, как и обычное.
И, кстати, и говяжье сердце, и свиная шкура вот это присутствует. Это интересно, то есть у них такой... Совершенно не заморачиваются по поводу того, чтобы один вид мяса какой-то подавать. Да, и я и не против. Само мясо говядины достаточно жесткое. Но вполне. Не, претензий нет. Это вкусно, нажористо, хорошо. Мясо до хрена. Это, ну, на двоих это обожраться, Ром, да? Ага. На троих, ну, так, хорошенько, плотно поесть. Лапша у нас уже переварилась, прям в усмерть переварилась. Дай-ка я ее выну от греха подальше оттуда. Потому что она сейчас превращается уже хрен пойми во что, пока ее еще можно спасти, пока она не разбежалась по бульону. Вот эти гнездочки – одна из самых неплохих яичных лапшей, которые здесь подаются. Вполне себе. Она не то чтобы восхитительная, но она очень неплоха. Итого, говоря про хот-pot, мясное наполнение отличное. Мне нравится то, что мы заказали кровищу за 30 дополнительных тысяч донгов. Но я не понял, где мозговые косточки за 50 тысяч донгов. Я себе это представлял. Ну, вы знаете, как я себе это представлял. Что-то здесь я это не нашел. Может, попробуем показать, где это? Ну, вообще они довольно-таки дорогие, и за 50, если За там 50, они да. и были, там может быть вот одна вот такая была. Ну, Да? Ну да. Поэтому я не знаю, что они имели в виду, говоря про мозговые косточки. Ну, по идее, мозговые косточки. Они просто даже на рынке здесь очень дорогие. Роман. Слушай, я вот прямо получил удовольствие, начиная от бульона, потому что он не ядреный, он просто как приятный, вот типа куриный бульончик можно сварить, такой легенький, очень приятно его поесть. И все остальное, вот мясное наполнение супер. И то, что ты сказал, у тебя там жесткий кусок мяса попался, я взял два таких толстенных куска мяса, оба были мягкие. Видимо, тебе просто с одним не повезло. Но Как всегда. самое вот кайфовое, то, что здесь есть, это мясо на шкуре. Это такой желатин, очень прикольно. Да. Нет, набор мяса изначально отличный. Кровища дополнительное плавает. Мясо, микс, который мы заказали, все хорошо. А этот самый зародыш один, который мы вбили, да все с ним тоже в порядке. Вот он плавает, и можно вот желточек из него как раз-таки съесть. Отцепись от. Но он с куском мяса сросся. Сейчас вот я желточек от этого зародыша попробую. Много людей говорило по поводу того, что не показывает этих зародышей. Сегодня был сырой зародыш. Я первый раз такое, во-первых, встречаю. Поэтому, знаете, могу сказать следующее. Он вкусный. И его части определенные, для меня лично только вкусные. Это белок, который твердый, мощный, он как резина кусается. Знаете ли, вот ты покрышку кусаешь, и она такая на кусочки распадается. Это прикольный белок. И этот желток, он ничего общего с жареным, либо там с вареным желтком не имеет. Он своеобразный, он интересный. Поэтому все-таки, ребят, кто приедет, и вот, соответственно, таким образом решится таки попробовать этих зародышей, я рекомендую. Не надо есть ту часть, которая с перьями, с головами, с клювами и прочее. Белок и желток. Вот из зародышей это рекомендую попробовать. Это интересно, вкусно. И, кстати, все гости, которые сюда приезжали ко мне, кому я помогал с жильем, с арендой байков, с сим-картами, я им говорил: ребят, давайте попробуйте. Все, кто пробовали, говорят: да, хорошо. Часть с перьями не надо, а вот это вкусно. Так что такие дела. Вот мы сейчас с Ромкой вбили туда зародыш. Ну, чтобы не оставалось ничего. Естественно, кто-то домой заберет. Ромка, может, я заберу, не знаю. Это мы позже решим. Ребят, и кто хочет видеть все-таки вот такой контент, который на Ютубе основная масса зрителей не жалует, скажем так,
welcome на Boosty, на Patreon, потому что там вот как раз это все будет присутствовать. И некоторые даже еще дополнительный неформальный, опять же, контент. Напомню, что там есть разные уровни подписки. Самый недорогой 150 рублей в месяц. И у нас выходит примерно, значит, 10 роликов, там 8-10 роликов в месяц. Соответственно, за один ролик вы платите всего лишь 15 рублей. Что это такое? Да это ничто. Welcome, пожалуйста. Ага. Спред, чтоб подрастопился. Дополнительно немножко зелени плюс кимчи. Какой-то соус, опять же. И вот она, та самая говядина. Замороженный кусочек. А нарисовано на картинке было 2. У меня сразу же возникают вопросы относительно вот этой вот массы. Она тоже замороженная, и они предполагают, я так понимаю, на этом жарить. Дайте-ка я для начала попробую. Нет, ребят, это какая-то мучная составляющая и типа спреда с мукой и как будто бы с корицей какой-то, чем-то. Нет, это не для мяса. Это вот для выпечки, вот это вот может быть и неплохо. Мы обойдемся... А чем мы обойдемся? Просто мясом, очевидно. Я хочу спросить у них, почему на картинке вот здесь вот 2 куска, а принесли 1? Вот сейчас посмотрим, что он ответит. Потому что, ну, так дела не делаются, очевидно. Давай. Говори, что этот кусок больше, чем те, которые на картинке, поэтому мы принесли 1 большой, типа того. Да. Они уже так бывало отматывались. Не здесь, конечно, но в целом. Ага. У нас старое фото, мы его просто еще не сменили. Угу. Вот такая вот, значит, на этот раз отмазка. Окей, жарим 1 кусочек. Рома был крайне любезен, сбегал на кухню и попросил у них обычного растительного масла. В чем мы сейчас кусок и измажем. Отлично. Я надеюсь, ворс с этой строительной кисточки нам не помешает кушать мясо. Так, давай перевернем. Да не, кстати, ты говоришь, не разморозился, да вполне. Да, ну значит, он был не такой уж и замороженный. Ну да. Либо они его как-то грамотно подготовили, либо что, ну в целом нормально. Ну, оставим чуть-чуть еще на смазывание в процессе. Хотя такой вот, кстати, смотри, достаточно мраморный, вон жирок есть, все как бы в порядке. Долго жарить-то не будем. Соль, как вы понимаете, мы тоже попросили отдельно. Ты смотри, масло застыло сверху пленкой. Нормально? Ну, то есть он еще все-таки подзамороженный. Ну, давайте попробуем перевернуть. А нет, смотри-ка ты. Он не прижарился. Ну, черт. 1,5 минуты прошло, просто не хочу очень долго держать. Но он жара не хватает, не схватывается. Видите? 1,5 минуты прошло. Должно уже было запечататься все. Ну, жара не хватает, очевидно. Смотри, вот здесь вроде угольков побольше. Давай вот сюда. Вот так. Ага, вот. Не хочется сочность-то потерять. Ну, ребят, жара не хватает. Просто капитально не хватает. Вы видите, если дальше я буду держать, то это просто превратится в такой сушеный, вытекший кусок мяса. Не хочу я этого. Вот жирок тут подзажарился, как бы, и, понимаете, и все. Вот где-то у нас по 1,5, может быть, по 2 минуты максимум ушло. Все. Не хочу я этот хороший кусок превращать, не пойми что. Но вот тонюсенькие баклажанчики вроде поджариваются. Да и перчик вроде ничего. Ну да. А вот заметьте, здесь поджарилось, а здесь уже вот совсем не то. Ну, жар какой-то очень местечковый. Не хватает его, конечно, здесь, да.
Ну, ножичка у них нет. Обойдемся ножницами. Что у нас там получилось-то? Ну, внутри, походу, оно так и не разморозилось, Ром. Ножницы еще тупые, не режут нифига. Я жую это мясо ножницами, а не отрезаю. Давай крупненько людям покажем. Но тут видно, понимаешь, разницу в... Когда у тебя прожаренное мясо, и цвет, он совсем другой. Здесь прям темный, здесь вообще, ну, не прожаренное. Ну вот здесь видно. Ну, давай, Ром, из середки. Сейчас я тут что, жилистое, попробую отрезать. Ну, давай. Вот, тебе кусочек. Самый хороший. И, соответственно, мне тоже. А, вот у меня палочки есть. Присолили, промаслили, погрилили. Казалось бы, что может быть лучше? Пардон, сейчас будет вырезка, потому что здесь жила. Ее было проживать совершенно невозможно. Я скажу так. Сыромяткой не отдает, на удивление. Я думал, что будет прям сырое мясо. Именно вы должны понимать разницу между прожаркой, даже рейр или даже блю. Просто потому, что там говядина изначально доводится до нужной температуры, комнатной температуры, а потом жарится. И это, даже если по минутке будет, то совсем другой вкус в итоговом блюде. Здесь оно было замороженное. Я скажу так. Своих денег, конечно, это не стоит. Но съесть можно. Ну, просто говядинка, ничего такого. Самая говядина чувствуется, что качественная, хорошая. Если все по правилам сделать, и если кусок будет, ну, хотя бы в 1,5 раза потолще, то будет вообще идеальный стейк. Идеальный стейк. Ладно. Рома достаточно далек от стейков, потому что мы в свое время с Дружей, конечно, пробовали и готовили самые элитные отрезы и в лучших кондициях, и как это положено. Поэтому мне есть чем сравнить. Я скажу здесь следующее. Не надо во Вьетнаме вне специализированных заведениях заказывать стейки. Здесь есть стейк-хаусы, здесь есть хорошие места, где готовят стейки. Но когда вы пришли все-таки в такое вот достаточно обычное, скажем так, вьетнамская кафешка, нет, здесь мясо не стоит. Удовольствия не получите за те деньги, которые они, соответственно, здесь у вас просят. И опять же не забывайте о том, что вы с одной стороны просите, казалось бы, 2 куска, а вам приносят при этом 1 в ту же цену. Короче говоря, как-то вот так. Да, Ром? Ну да. Ну да. Ром, а ты кимчиху-то не заценил? Да я и не хочу, я его что-то разлюбил. Разлюбил? Тут принесли, понимаешь, кимчи. Нас возненавидят, если мы не попробуем. Да, внешний, слишком сладкий, вообще не острый. Не, острота чуть-чуть есть, конечно. Ну ладно. Насчет остроты беру слова назад, да, вот дошло. Но да, внешний фермент. Да, кстати, ничего. Ром, серьезно, по старой памяти. Кусочек. Под щучью голову. Ну, еще рюмочку под щучью голову. Ну что вы. Только не сразу говори какое-то мнение, а вот, как говорится, да. Да не, пахнет-то хорошо.
Только он не свежеприготовленный, он вот именно что уже такой настоявшийся. Это вот прям чувствуется. Да вообще ничего так. Мне даже где-то понравилось. Только я хочу кусочек поменьше. Ну, вот я могу сказать, что даже когда я любил кимчи, я такой не любил, потому что он уже переферментирован, слишком долго стоял. Перенастоявшийся, да? Ну да, овощи хоть и хрустящие, но такие. Ладно. Подводим итог финальный. Что же можно сказать по итогу? Насчет хот-пота у меня никаких вопросов. Да и вы знаете, те же самые закусочки тоже неплохие. У меня по большому счету к этому заведению одна единственная претензия. Ну, ребят, ну не надо вот с этой говядиной, со стейками и прочим заигрывать. Ну не надо вам это. Ну не умеете, не трогайте, как говорится. Понимаете, хот-поты у вас хорошие, наполнение отличное, закуски... Окей, тот самый скат, ну, это отдельная тема, захотел, какой-то человек пришел, покушал. Само собой, рассчитанное это место на местных. И логично, кто-то скажет, так местные как раз все это любят. Так и я как раз говорю о том, что заехав сюда, попробовать местное хорошее блюдо, да, окей, вонючий скат, класс, здорово, это потому что по-местному. Но если стейк по-местному выглядит как хрень, потому что вы не умеете готовить стейк. Не надо готовить стейк, ребята. Это не означает, что он сделан по-местному. Это означает, что вы его не умеете просто готовить. И это блюдо не для вас. А в остальном хот-поты отличные, закусочки, кайф, колбаски вообще молодцы. Круто научились вертеть, вопросов нет. Поэтому да, это местечко вполне себе имеет право на жизнь с точки зрения закусок и хот-потов. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Ну и микропостскриптум. Сейчас кто-нибудь скажет такой: Костян, стейк плохой, тебе не понравился, ты же сам его готовил. Да, ребят, дело не в том, что я сам его готовил, а потому что кусок мяса подан замороженный. Жара мало. Как ты из этого что-то сделаешь нормальное? Ну никак ты из этого ничего нормальное не вытянешь. У нас даже в какую-то прожарочку получилось относительную попасть, но при замороженном куске, ну, все это должно быть понятно и так. Так что это не ко мне претензии, что здесь хреновый стейк. У вас ровно такой же получился бы, если бы вы сюда приехали. Да что ж так некрасиво получилось? Подожди. А что вот не идет? Я так красиво заказывал. Теперь идет. Твою мать!